Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиоа. Я тут вижу, есть классные легендарки. Во-первых, есть два шамана, во-вторых, есть Свен и Спектра. А это означает, что правильно, сегодня можно будет сотворить какой-то интересный контент. И первое, что мне на ум приходит, это не дефолтные, знаете, там, ведьмаки, драконы, а шаманы через волшебников. Вот хочется мне сыграть на шаманах через волшебников, вот не знаю, давненько я на них не играл, и вот хочется, знаете, испытать свою скиллуху на этих шаманчиках. Почему я так говорю? Потому что, играя на шаманах, скиллухи особо нет. Ну как бы, она есть, но немного. То есть не слишком сильно влияет, скажем так. Не знаю, на чем будем стартовать, сейчас будем смотреть, что будет приходить, и от этого уже будем отталкиваться. О май. Это мне нравится. Один шаманчик у меня есть. Жалко, конечно, не два пришло, но и один тоже хорошо. Мне бы убийцы гоблина побольше. Тут и реликвии, кстати, прикольные есть. Самое интересное, это аптечка священника. Я бы ее очень хотел. Вот аптечка священника — это то, что доктор прописал. Знаете, вот сесть на лустрик, поставить людей, выйти в максимально быстрый 10 уровень. Правильно? Правильно. Взяли 10 уровень, поставили, соответственно, не знаю, икону вокруг своего стола и начинаем ролить. Если придут нужные фигуры шаманов, то все, это будет конечное для противников. Если же не придут, то ну такое. Один человек как бы у меня сейчас есть, орки у меня есть, в принципе, старт более-менее. Кучу хп себе наставил. Чисто мажорование на хп я. Мажорование на хп. На самом деле, здесь из всех реликвий, наверное, самая подходящая для меня это аптечка священника. Может быть еще жезл Кира, но тогда, если играть через жезл Кира, нужен другой билд. Максимально другой билд нужен, но ладно. Давайте сначала посмотрим, что будет приходить со старта, и уже будем от этого отталкиваться. Правильно? Правильно. Я тоже так считаю. Я тоже так считаю. Не, ну, в принципе, почему нет? Смотрите. На самом деле, я сейчас немного обрадовался, то, что мне пришел именно Фурион. Потому что с Фурионом в двоечку со старта намного легче стартовать. Со старта намного легче стартовать. Вот это вот комбинация фразы, да? Гениальная комбинация фразы. Так вот, Фурион в двойку довольно-таки неплохо будет тащить все столы. Абсолютно все столы. Он спамит. Но, знаете, мне бы хотелось, конечно, вместо арканцов рок войны. Был бы у меня рок войны, у меня бы пеньки намного быстрее бы точковали и, соответственно, больше дамага наносили. Ну, в принципе. Мана плюс... Ну, арканцы тоже в радиусе неплохие будут. Хотя... Не, лучше бы все-таки мне упал рок войны. Вот очень хочется мне рок войны. Очень хочется. Ну ладно. Нет так нет. Кстати, цветка идет. Можно, знаете, как сделать? Можно попробовать сыграть на одном билде. Это через цвет. То есть мне нужно 2 цветки, 2 фуриона. И просто заспавнить все столы. Но это чревато последствиями, потому что если против меня будет Манки Кинг какой-то, да, то Манки Кинг меня спокойно вынесет. Так как для него мои пеньки будут, это чисто фармежка. Фармежка нереальная. Он будет свою палку стакать, будь здоров, с помощью этих пеньков. А у пеньков нет такого урона, как хотелось бы, конечно. Ну, был бы у меня рок войны, то, возможно, был бы такой урон, но нет. Или же, возможно, у меня были бы звери, то тоже был бы урон, но нет. Но нет. Короче, я сейчас вот как бы план озвучил. Первый план — это сыграть на волшебниках шамана. Второй план — это сыграть через цвет и дубликаты. Правильно? Правильно. Ну, посмотрим. Посмотрим и посмотрим. Пум-пум. 2 волшебника есть, собака есть. Мне бы уровень, конечно. А собаку даже если сейчас поставлю, то, ну, вместо кого? В принципе, можно было бы сейчас брать одного орка и поставить Энчу. Ну тоже, мне кажется, 150 хп намного важнее, нежели вот эти вот 10% надбавки к моим суммонам и тому подобное. Я думаю, да. Я думаю, пока что не буду так делать. Пока что не буду так делать. Не буду менять никого. У меня, в принципе, сейчас очень сильный стол. На самом деле, приходит ко мне цветка, приходит еще один фурион, 2 звезды, и все. Это будет конечное для моих противников, потому что спамить я буду, будь здоров. Конечно, этот спам они могут спокойно и вынести, но я думаю, вряд ли не получится. Кстати, это внешка пака. Я подумал, что это сначала фурион. Минус 9. Нормально. Всего лишь на 6-м раунде минус 9. Адекватно.
адекватно. Так, есть тролль-шаман, есть орк. Это мы все возьмем. На самом деле хорошие фигурки мне упали. Вот так вот сделаю. Мне больше нравится, когда спавнится кабанчик. Там чилбабку уже нашел. Инсектоиды будут, судя по всему, и звери, да? Я так предполагаю, в этой катке будут следующие синергии. Смотрите. Зверь, инсектоид и охотник. Это, по крайней мере, то, что я думаю. А вот дальше, это мы посмотрим. Это мы посмотрим. Я думаю, будет кто-то перестраиваться в ведьмаков демонов и потом поставит Кири Свена с Кири Спектрой. Ну, Кири Спектра это вряд ли, потому что, не знаю, мне Спектра дико не нравится. Спектра очень юзлесс герой. Очень юзлесс герой. Чисто из-за того, что у него ультимативная спадает, когда ребята находятся в углу. Типа, ну, а смысл тогда от Спектры? Вообще не понимаю. Реально, такую Спектру сделали хреновую, что прям диву даю. Что? Ну, жалко, здесь гнезда Маморы нету. Очень жалко, что нету гнезда Маморы. Так вот, уровень возьмем. Блин, ну я не могу как бы поменять. Пусть у меня будет лучше 2 цветки. На всякий случай возьму жреца. Короче, была бы здесь Мамора, то я бы мог вот этого Эмбера собрать в 3 звезды, поставить ведьмаков и 6 убийц. И было бы идеально. Но! Маморы в этой катке, как назло, нет. И ко мне пришла пандочка Эмбер Спирит. Серьезно? Почему я так шокирован? Потому что, ну извините меня, мне давно не приходила пандочка. Давно. Обычно мне приходит по дефолту это инча, либо же какой-то, либо луна. Инча, либо луна. За одну монетку. Бесполезная фигура, которая, ну извините меня, вообще не нужна. От слова совсем. Полный бред. Ну ладно, это закон подлости, но хотя бы спасибо за то, что пандочка пришла. Хотя бы спасибо за то, что пандочка пришла. Спасибо. Спасибо большое. Я польщен. Не знаю, что я с тобой буду делать. Если ты в двойку не соберешься, то я точно не знаю, что с тобой буду делать. От слова совсем. Мне бы 7 взять и поставить собаку сверху. Поставлю сверху собаку, у меня будет нереальный спам, у меня нереально будет много урона, по сути. И будет все замечательно. Я ж надеюсь, вы его вынесете, а не оставите. Пожалуйста. Ну вынесите его. Как можно проиграть винстрик? Вот так. Вот, ребят, все. Мои пеньки не справились, не смогли. Не смогли задушить вот этого вот резака. Я еще, кстати, шмотки забыл на хпшку дать. Молодец. Не заметил я только сейчас. Ну, хотя я более чем уверен, что это никак бы не повлияло на итог. Хотя, может быть, и повлияло бы. Я бы засунул в цветки, и цветки были бы немного дольше. Ну, немного как бы жирнее. Пусть собака будет. Пока что. Так как когда он перевоплотится, у него будет намного больше хпшки. Хороший танк будет. На 20% хп будет у него бонус. Да, я не могу еще отойти от этого шока, который произошел только что. Просто провтыкать винстрик на такой вот теме. Могу, умею, практикую. Но хотя бы от мобов не откисну, правильно? Хотя бы от мобов не откисну. Хоть какая-то радость. О! О! Кстати, о птичках. Мне вообще как-то шаманы не идут, заметили? Несмотря на то, что у меня есть вот такой вот стол, мне шаманы вообще не идут. У меня 6 уровень давненько стоит, но вообще не идет. Чуваку-то Манки Кинг уже пришел на 5 уровне, а мне болт на 28.
Да. Долго думал, что делать. Долго думал, что делать, и по итогу... Ну, в любом случае, я сейчас выиграю. Или не выиграю. Или выиграю. Я надеюсь, выиграю. Так, там уже есть аптечка у одного. Не очень хорошо, конечно, в принципе, пофиг. Наныл шаманов. Наныл. Наныл шаманчика. +1 шаманчик. Что-то мне кажется, что эта игра явно не для шаманов. На самом деле, если ко мне придет еще один Эмбер и мне придет яйцо, то я, в принципе, могу поиграть через этого Эмбера и через Ведьмаков-убийц. И тогда будет нереально много урона. Нереально быстро я буду всех сносить. Я возьму цепочку. Возьму цепочку. Может, повезет. Ну, реально, может, повезет, и ко мне придет сейчас шаманчик фиолетовый и тому подобное. Солнечный шаман придет, то, в принципе, я смогу поставить фулл волшебников и уже перестроиться в шаманов. И уже со старта довольно-таки неплохо сносить табло всем. Хотя я и так неплохо сношу табло. Но все равно недостаточно. Я, если что, взял сейчас 7 уровень, чтобы поставить еще одну собаку, усилить свой стол и усилить свой спам, естественно. Потому что, смотрите, у меня сейчас не 2 собаки, а 3 собаки. Поэтому топчик, топчик. Было бы 2 фуриона, я бы лучше 2 фуриона поставил. Хочется Эмбера в двойку. Хочется. Очень хочется Эмбера в двойку, но вряд ли. Это уже вряд ли. Вот как же, честно, я вот сейчас задумался, как же можно все-таки перевернуть ситуацию. В принципе, можно было бы быстренько взять 8 уровень. Либо же дальше выйти в экономику. Если выйду в хорошую экономику, то все будет хорошо. Я там потихоньку буду брать уровень, все дела и тому подобное. Если же брать уровень сразу, без экономики, то у меня будет всего лишь шанс 1%. Насколько сильно я верю в этот шанс 1%? Честно, ни грамма сильно я не верю. Кстати, неплохой у меня спам. Смотрите, сколько я тебе сейчас минус дам? Минус 13 я дам молодому. Минус 13 на секундочку, ребят. Минус 13. Вкусно? Я думаю, да. Я думаю, он обрадовался таким цифрам, которые прилетели ему только что на табло. Очень, думаю, обрадовался. Так, там я вижу уже один инсектоид прям целенаправленно собирается. И есть один охотник. Вот тот, что охотник, он сейчас ко мне придет, он мне вынесет без шансов 100%. То есть, ну, тут гадалки не ходи, 100% он мне будет сносить. Инсектоид 50 на 50. Хотя нет, если инсектоид сильно заспавнится, то, скорее всего, 10 из 10, что он меня снесет. Так, тут эльф собирается. Друида нашел. Вот все вы находитесь сейчас в фиолетовую фигуру. Можно мне на 7 уровне найти солнечного шамана? Пожалуйста. Я что так многого прошу? Там уже фуловый гоблин, прикиньте. Ауч, минус 19. И пивная панда. По дефолту пивная пандочка, как, ну, как с куста. Удивлен? Ни грамма. Ни грамма. Знаете почему? Потому что раньше, когда был патч и панда, там у нее, по-моему, 20 с чем-то там процентов было на шанс выпадения панды. Так вот, раньше, когда такая тема была, мне все время падала пивная панда. И сказать, что я удивлен, то, что мне сейчас пивная панда упала, ни грамма. Пивная панда меня любит. Это ж пивная панда. Хорошая инвестиция в легкое будущее. Это как инча. Импакт от нее ровно столько, чтобы продать. Забузить одну монетку и продать. Не, ну спам у меня, так если посмотреть, такой хороший. Мне бы сейчас, конечно, рок войны. Но рок войны не упал, к сожалению. Ну и хрен с тобой, не упал, так не упал. Кстати, вот минус цвет, смотрите. Из-за того, что нет места, они не могут прыгнуть. Они просто на месте начинают вот это вот дисконнект устраивать. Дисконнект. Чисто. О, так реально эта фраза подходит им.
Disconnect. Между нами океаны. Не знаю, откуда этот трек, знаю, но какой-то это трек, а какой не знаю. А что-то типа сегодня шаманчиков можно, пожалуйста? Мне очень хочется шаманчиков. Пожалуйста, пожалуйста, прошу, молю, дай шаманов. Все, отлично. Да, я сейчас переработал одну шмотку, да, я себе сделал хуже на самом деле, лучше бы я остался как есть, но не усилился. Я сейчас уже не уверен, что я буду играть конкретно вот через шаманов. Не уверен. Буду честен, не уверен. Скорее всего, я буду играть на зверях. Шаманы мне вообще не идут. У меня всего лишь пришло 5 шаманов за всю игру со старта. А вот сейчас я, в принципе, могу взять как? Я могу поставить цвет. Цвет. Потом через этих цвет сыграть как? Поставить кучу дубликатов. Ну да, в принципе, можно так и сделать. Смотрите. Я ставлю цвет, ставлю кучу дубликатов и просто дубликатами душу. Но, придет какой-то Манки Кинг, он мои дубликаты все стерет в порошок. Сотрет в порошок. Нос так чухается, алё. Не надо. Не хочу получать табло. Идея, конечно, классная, играть через вот эти вот дубликаты, через тонну суммонов, но вряд ли получится. Но даже элементарно, видите, я гоблина не могу пробить. Что уж говорить о том, что если там будет немножко другой билд. Допустим, воины какие-то. Поэтому мне, наверное, через дубликаты такое себе играть. Может, мне сейчас повезет и мне упадет панда-шаман. Короче, я думаю, мне стоит просто идти в уровень и не париться. Просто идти в уровень и не париться. Буду слишком много париться, будет плохо. На самом деле, я в этих собак не особо верю. У него суммоны очень... Чел в тупую на 8 уровне нашел только что, если что, Empress Light. На 8 уровне. Окей. Окей. Надеюсь, и мне так повезет. Надеюсь, и мне так повезет. Хотя вряд ли. Сейчас наною. Сейчас немножечко наною. Смотрите, я вот сейчас поныл чуть-чуть. Все, теперь можно сейчас получить нужную фигуру. Правильно? Правильно. Когда напаноешь, все сразу приходит как надо. Но только когда поноешь. Я еще винстрик. На мгновение я подумал, что сейчас Муэрто всех моих суммонов вынесет. Без шансов. На мгновение. Знаете, у меня такая минутная слабость была. Минутная слабость. Ну, вы сами видели, сколько она тычек сделала? Реально было такое ощущение, что она сейчас вынесет весь мой стол. Муэрто не имба. Кстати, эльфы. Эльфы это плохо. И маги это плохо. Не, мне надо будет перестраиваться, 100%. 100% мне нужно будет перестраиваться, только вот во что. Ну, наверное, стоит придерживаться и дальше своей идеи и играть на шамана. Ну, стоит, наверное, придерживаться. Пока что не особо уверен. И, кстати, вот этот рок войны, который я наролил, он пойдет у меня, если что, в импресску. Если, естественно, импресска придет. Какой же соблазнительный ко мне Эмбер пришел. Но я в него не особо-то верю даже. Не, может быть, сейчас ко мне придет еще один Эмбер, и он у меня соберется в 2 звезды. И тогда я 100% буду перестраиваться в другой билд. 100%. Не задумываясь. Давайте вот испытаем удачу. Сейчас так вот уберу. Попробую испытать удачу. Сейчас смотрите, как назло, я убираю его шаманов. Вот убираю сейчас шаманов.
и ко мне придет какой-то легендарный шаман. 100% так будет, смотрите. Я таролог Александр, экстрасенс Александр и все такое. Если так посмотреть, то у меня вроде бы, знаете, какая-то сборная солянка, а не стол. Но по итогу все равно это работает. Это каким-то образом работает, это сборная соляночка. Эх, в заднице, короче, этих ведьмаков. Друидов, кстати, я оставлю, к слову. К слову, друидов я оставлю. Не знаю, я сейчас, конечно, клевер засунул в Эмбера. Кто-то говорил, что вроде бы как, есть сломанный баг, что работает на выпадение фигур. Я, конечно, в него не верю. И вам не советую в него верить. Но эксперимент можно попробовать. Почему нет? Почему нет? Так, там уже все проблематичные. Там демон-ведьмак, инсектоид. Ну, главное, чтобы... Серьезно? Вы посмотрите на стол вот этого чувака, у которого 1 хп. Он нашел орка-шамана в 2 звезды. И еще одного шамана нашел в 1 звезду. Пожалуйста, шаманчик, шаманчик, я очень хочу, чтобы ты ко мне пришел. Пожалуйста. Я многого не прошу. Есть! Так, 1 шаман у меня есть. Правда, не солнечный шаман, но есть. Не успеваю немножечко. Просто посмотрите на его стол. У него импресска, у него шаман, орк-шаман. Чисто чел рискнул, ему повезло. Ну, нормально, нормально. Нормально. Ладно, я сейчас перестановку сделаю, надеюсь, ко мне тоже все как надо придет. Так, 1 чел вылетел, это хорошо. Так, Фуриона мы апаем. Так, отлично. Тоже хорошо, кстати. Не понял, что не работает. У меня не работает, потому что у меня нет еще одного шамана. Боже, я уже так обрадовался, но у меня просто нет еще одного шамана. Прикиньте. А я заранее обрадовался. Обидно. А я-то думаю, почему у меня не работает баф 6 шамана? На самом деле, когда вот так вот переделываешься, то времени... Вот теперь сейчас пойдет контент. Или нет? Блин, у меня 5 и 6 шаманов, не придется импресску пока что убирать. Ладно, пока что уберем импресску, надеюсь, мне повезет. Надеюсь, мне повезет. Мне не хватает сейчас орка-шамана 5. Как только орк-шаман 5 придет, то все, игра заиграет иными красками. Так, колечко мы скипаем, потому что колечко, как мы знаем, не дает перевоплощаться шаманчикам. И вот как-то такую вот, ну, как-то такую вот расстановочку сделаем. Так, опять этот антимаг. Ненавижу антимага. Самый, ну... Ладно. Ладно, вы все так и так прекрасно знаете и без меня, то что антимаг это лютая имба. Правильно? Правильно.
Сейчас у меня, надеюсь, кабанчиков насумонится миллион. Но кабанчики, если что, с маной, поэтому даже если кабанчиков сейчас будет тонна, то... Кстати, если вдруг кто не знает, то кабанчик бьет чистым уроном. Я об этом сам не знал. Узнал об этом недавно. А, ну естественно. Ну, кто-то сомневался, что так произойдет? Я нет. Дай, пожалуйста, орка-шамана. Молю, пожалуйста, мне нужен орк-шаман. Мне нужен один, мать его, орк-шаман. Пожалуйста. Пожалуйста. Мне всего лишь нужен один орк-шаман. У меня уже 2 импрески есть. Дай орк-шамана. Все, ребят, все вместе сейчас держим за меня кулачки. Все вместе держим за меня кулачки. Каждый из вас сейчас держит за меня кулачки. Чтоб ко мне пришел орк-шаман сейчас. Придет орк-шаман, игра заиграет иными красками. Я буду выносить здесь все и вся. При том, что у всех мало хп осталось, кстати, заметили? У всех абсолютно мало хп осталось. До 20... То есть прикиньте, какой был жесткий спам, что у всех вот осталось столько хп. Получается, вот этот Микс Ракл, у него 48 хп, и у меня 32 хп. Всех остальных по одному, по 2 хп. Как я обожаю вот этот вот предмет, который перевоплощает фигуры. Я очень надеялся, что... Ну что, ребятки? Ну что, ребятки, вы готовы? Вы готовы, дети? Да, капитан. Сейчас будет контент. Я, наверное, возьму лучше обезоруж. В обезоруж как-то я больше верю. Хотя можно было бы и кристалл призрака взять и закинуть в импреску. В импреску мы закидываем рок войны. Все мы прекрасно это помним. И так как у нас импреска сама не перевоплощается, потому что у нее нет никаких способностей, мы распределяем предметы вот таким вот образом, чтобы был активный предмет. После того, как предмет активируется, импреска перевоплотится, а ее иллюзии останутся. Плюс у меня есть баф от этих вот цвет. Кстати, знаете, как можно было поступить? Можно было поступить следующим образом. Смотрите. Можно закинуть было баф цвет и еще один. То есть взять 10 уровень и закинуть еще один баф цвет. Но у меня нет ни денег сейчас, ничего, поэтому мы будем сейчас до талого играть на том, что у нас есть. Ну давай. Так, бог-орк, привет. Бог-орк, пока. Минус 2. И сейчас будет минус 3. Да? Да. Минус 3. Юху! И предметов, кстати, тонна нападало. Мне это нравится. Такое мне нравится. Там чел с одним хп просто, ну, нереально живет. Ему нереально повезло. Это что тут чел? Ща. Так, все, предметы я пораскидывал. Может быть, я еще вот так вот сделаю, чтобы побольше было предметов в импресках. Как-то в импрессах я больше верю, нежели вот этого вот шамана лавы сейчас. Потому что он 4 монетки в любом случае стоит. Так, это эльф. Свен. Свен Паш пришел. Вот это вот я понимаю. 2 свенчика. Вот это вот мне нравится. Вот когда шаманы так перевоплощаются, это комфортно, это круто. А когда шаманы перевоплощаются хоть бы, ну, лишь бы как, ну, такое. А вот когда так шаманы перевоплощаются, это прям то, что доктор прописал. Так. Все, мы остались с Микс-Раклом 1-1. Ну что, дорогой мой, молись. Ты поиграл там на антимаге, да? Поиграл на антимаге? Готовься. Готовься, мой сладенький. Сейчас я тебе покажу, что такое скилл. Сейчас я тебе покажу, что такое скилл. Ты будешь в шоке. На самом деле, я надеюсь на то, что мне сейчас придут адекватные фигуры. Если ко мне не придут адекватные фигуры с шаманов, то мне торба. То мне будет торба полнейшая. О, а что, может еще и сейчас еще одного шаманчика в 3 звезды? Ладно.
На самом деле шамана Флавы продавать нельзя было, но... Ой, кому-то торба. По-моему, кому-то GG. Ой. Ой, прости, пожалуйста. Я не хотел. О! Минус 25. У него было 24 хп, чисто минус 25. Ему так... Чик. Вы обратите внимание, какие у всех столы. Просто обратите на это внимание. Какие у всех огромнейшие столы. Просто. Мне здесь объективно повезло выиграть. Объективно повезло, потому что шамана это сам по себе рандомный билд, который от твоего скилла вообще не зависит. То есть тебе могут прийти как адекватная фигура, вот как мне несколько подряд раундов приходил Свен. А могут прийти какие-то Леоны, либо же Гримтачи в 3 звезды. И что ты потом будешь делать? Ничего, естественно. И мне всю игру шаманы особо не шли. Но все равно, знаете, рискнул, и риск был оправдан. Контент требует жертв. И вот она жертва. Вот. Зато какой контент. Правильно? Правильно, мне тоже понравился. В общем, добавить мне здесь нечего. Реально это была жесткая катка. 28 раундов всего на самом-то деле. Быстро. Но прикиньте, за такой вот короткий промежуток времени, какие столы у всех собрались. Во. Четко. Короче, я доволен. Я доволен результатом. Мне повезло, я кайфанул. И надеюсь, вы тоже кайфанули вместе со мной. В общем, по этой катке мне добавить больше нечего. Поэтому вы напишите в комментариях, что думаете по поводу этой катки. И в целом, как вам каточка. А также, ребят, не забываем за лайки, потому что контент был шикарный. Реально неожиданная такая каточка на шаманчиках. Причем с таким вот результатом. Я на самом деле думал, что откисну в определенный момент. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.